Привет. Сегодня у нас на обзоре вот такая коробочка звезды, и в конце еще будет бонус. СТЗ-5 советский гусеничный тягач. Вот такая вот штуковина, новая разработка собственной звезды 22 года, то есть никакой не перепак, не какая-то там такая штука. Значит, на боковиках стандартно видим, что 273 детали, 12 сантиметров длина модельки, краски, декаль, и сзади на обороте информация и фотки собранной модели, как у звезды по стандарту идет. Значит, серийный выпуск артиллерийского тягача, значит, с 1937 года. Всего было выпущено 10 тысяч, выпускался на Сталинградском заводе фактически до решающей фазы Сталинградской битвы. Да. Значит, что еще можно помимо того, что тут написано, сказать? Да, самый массовый тягач, что выпускался на базе, собственно, трактора, который выглядел так, что у него тут был капот, кабина была сзади у трактора. Ну вот в версии тягача кабину перенесли над двигателем, да, сзади добавили небольшой такой кузов для перевозки расчета орудия буксируемого, либо там, может, каких-то грузов. Так, мастерская Шаманского написано. Это, я так понимаю, те, кто делал эту самую сборку модельки, потому что вот этого шилдика мастерская Шаманского раньше не видел. Ну ладно, давайте заглянем в коробку, что тянуть. Сразу посмотрим. Боковая загрузочка, как обычно у звезды. Но мы справились. Так. Боковая, да, боковая боксарта, а тут-то верхняя. Так, сразу заглядываем, смотрим. Да, модель предзаказная от магазина. Магазин Плацдарм московский, не буду как бы скрывать ничего, поэтому здесь валяется некоторый бонусец в виде ICM-овской краски Russian Green 4BO. Так что это не базовый комплект от звезды, это бонус. И там еще будет один бонус, вот этому потом расскажу, но чтобы, так сказать, не было никаких этих ложных надежд на звезду, это мы пока отложим. Так, в коробке у нас стандартно литники, инструкция звездовская стандартная, сейчас ее посмотрим. И пакет, значит, достаточно туго набит пакет с деталями. Один, литников, кстати, довольно много. 273 детали. То есть для такой малютки тягача, ну, в принципе, да. Так, значит, также есть пакетик с литника с прозрачными деталями и декаль. Довольно много прозрачных деталей, в принципе. Декаль довольно маленькая. Ну и по стандарту, собственно, новому звездовскому вкладыш цветной с двумя вариантами окраски, размещения декалей, краски и так далее. Давайте смотреть, как обычно, по порядку, начиная, собственно, с инструкции. Так, вот у нас инструкция стандартная звездовская в виде просто сложенных, вот они пробиты все-таки скрепочкой листов, где повторяется то же самое описание с коробки. Есть у нас аж 3 целых варианта предлагается для сборки. Отличаются они, я так понимаю, исключительно оформлением кузова. То есть первый вариант без стенда, без дуг, второй с дугами без стенда, а третий с стендом. Ну что же, прикольно на самом деле. То есть можно разные варианты собрать. Так, инструкция дальше. Звезда по стандарту, раскладка литников 3, 4, 5, 6. 6 штук, довольно много. То есть на самом деле еще забыл сказать, что в принципе у тех тягачей, помимо их прямой функции, например, одно время они были, скажем так, лафетом для катюш. То есть ставилось вместо вот этого самого кузова, ставилась направляющая реактивного вот этого гранатомета Катюша. Так что теоретически, я думаю, звезда, возможно, вполне, ну, как бы подтвержденного вроде не видела, но вполне возможно, что может сделать вариацию с Катюшей установленной. Очень прикольно будет выглядеть. Так вот, да, литников довольно много, детализация прям большая, у нас богатая. Так, что начинаем? Да, есть, значит, двигатель детализированный, то есть вот целый разворот практически посвящен сборке двигателя.
тут он на что-то типа рамы устанавливается и так далее. Ну, стандартная звездовская инструкция, в принципе, звездовские инструкции, они характеризуются тем, что экономят на бумаге, поэтому стараются обычно на минимальное количество листов и уместить максимальное количество шагов. То есть многим как бы это не нравится, потому что ну, там китайцы более дорогие наборы и так далее. Обычно делают такие толстенькие книжечки, где у них на один разворот там чуть ли не один шаг, там 5 деталей приклеивается. Ну, как бы да, конечно, с точки зрения типа не запутаться и так далее. Ну, в принципе, не то чтобы звездовские инструкции какие-то были непонятные, в целом они достаточно всегда в пределах разумного, да, нарисованы. Так, второй у нас разворот уже идет, собственно, сборка рамы, тут подсборка движка. Тут у нас цепляются, значит, передний, скажем так, мост, там, наверное, трансмиссия. Ну, короче, собирается вся нижняя часть, да, вот, собственно, движок у нас спереди, тут рама такая очень короткая. Ну, рама, конечно же, у нас, собственно, одна деталь, она двумя деталями на предыдущем шаге собиралась, то есть не одна деталь. Ну, всякое навесное там на раму устанавливается, здесь много всего, да, подробная проработка как двигателя, трансмиссии, всяческих дополнительных узлов, которые на раме. Вот это все ставится туда, попутно подкрашивается и так далее. Рессорные всякие узлы. Так, собственно, ну да, кстати, тягач, он эксплуатировался, конечно, не только советской, еще трофейные варианты были на фотках зафиксированы. Ну, немцы вообще обожали трофейную советскую технику использовать. Ну, как не только советскую, вообще. У них все шло в дело. Так, дальше, вот, собственно, на 14 шаге мы переходим к каткам. Сборка тележек, установка на уже готовую раму с двигателем. Значит, что у нас тут? Потом у нас сборка гусениц. Так, гусеницы еще посмотрим, но я так понимаю, полунаборные, то есть сегментные, длинные сегменты в одну деталь, с провисом уже отлиты. Ну, в принципе, звезда сейчас уже так постоянно на гусеничной технике делает. Наборных траков у них на новых моделях, по-моему, вообще практически не встречается сейчас полностью. То есть всегда сегментно, так что, в принципе, для, ну, как бы ленивых моделистов или детей это в принципе подходит. Да и мне нравится, в принципе, прикольно. Значит, то есть частично сегментные и маленькие сегменты наборные, то есть которые охватывают обычно у них всегда звездочки ленивец. То есть мы их там гнем сами уже. Так, ну, соответственно, собираем вот эти самые гусянки, накидываем их. И дальше у нас уже начинается кабина, собственно, вот кабина, задняя стенка, тут у нас аптечка, там какие-то подушки от сидушек, скажем так. Значит, вот, собственно, внутренности кабины видны, вот это, собственно, отсек, куда движок помещается, то есть получается такой огромный тоннель между водителем, наверное, и пассажиром в кабине. Значит, так, что у нас идет здесь еще? Дальше продолжается кабина, ставятся сидушки, рычаг. Тут, собственно, главное, видимо, управление. Уже ставятся, собственно, стекла. Фары, то есть стеклянные, ну, стеклянные в плане прозрачного пластика, я так понимаю, сделаны. Подсборка кабины ставится на раму, вот видно, что она на движок фактически надевается. Ну, кстати, да, что можно сказать, что кабина, конечно же, из кучи деталей. Никакого тут литья кабины в одну деталь, конечно же, нету, как обычно у звезды. Но, в принципе, никто ничего такого, наверное, не ожидал. Тут, опять же, вот подборки стенок кабины, внутренности кабины, я так понимаю. Ну, тут нет, что за кабинный какой-то агрегат. Приборная, собственно, панель у нас аж дана в двух вариантах, я так понимаю, типа либо подкрасить краской, либо декаль, собственно, два варианта. Ну, так понимаю, панель будет, наверное, рельефная, да? Ну, скорее всего, кто захочет, автомаркет, наверное, довольно быстро выпустит 3D декали, ну, тогда, наверное, придется спиливать уже имеющуюся. То есть... нет, ошибся. Тут получается дано две детали, то есть, скорее всего, дана рельефная приборная панель и, скорее всего, дана плоская, на которую декали, наверное, наклеиваются. Ну, короче, посмотрим. То есть,
Наверное, в принципе, если так, то да, звезда заботится о тех, кто, наверное, 3D декали будет какие-то класть туда и так далее. В общем, ладно, заканчивается у нас тут сборочка кабины в целом. Переходим сюда. Вот у нас уже кабина, в принципе, на предыдущем шаге установлена. На раму тут единственное у нас двери добавляются. Ну, двери, конечно, не подвижные, но я так понимаю, по виду при желании, наверное, их открыть можно. И, собственно, интерьерчик глянуть. Начинается сборка кузова. Кузов тоже тут подробно. Тут у нас скамеечки для, соответственно, расчета или пассажиров. Я так понимаю, наверное, их можно ставить. Можно же, я так понимаю, они сделаны как вариант, что убраны. То есть там что-нибудь нагрузить туда вместо скамеек. Всякие там ящики с зипом. Тут дополнительные лопаты там. Опять тоже для вариации в основном касаются у нас сборки как раз кузова, то есть можно по-разному кузов оформить. Собственно, дальше у нас там опять же вариации, и переходим на последнюю страницу. Опять же варианты сборки по кузову у нас идут, то есть это, видимо, собранные в кучу направляющие, когда у нас кузов, я так понимаю, пустой, то есть без тента. Тут у нас направляющие отдельно ставятся, но нет тента. Ящик остается. И здесь, собственно, у нас собранным тентом натянутым. Ну, тент, кстати, вот опять же, в отличие от, я помню, старых звездовских моделек, типа грузовиков, там всяких ЗИСов, у них тент, по-моему, был отлит одной детали, насколько помню. Здесь вот у них тент сделан из кучи деталей, так что, конечно, это все дело, конечно, усложняет, потому что тут придется, конечно, смотреть так, чтобы это все тент был без щелей, и, то есть обычно такое без шпаклевки не обходится. Ну и можно, что, клеить стекла можно не клеить, что ли, я так понимаю, на тент. Ну, допустим. И в конце, так понимаю, у нас ставится, наверное, топливный бак собирается тоже из нескольких деталей, устанавливается за кабину и, собственно, собранный кузов ставится уже на раму за кабиной. Так, это все, что касается инструкции. Можно посмотреть, что у нас по литникам. Да, плотный пакет, я говорю, да, для такой, в принципе, достаточно малютки литников много, то есть как бы есть что собирать. Так, у меня проблема с ножом, конечно, тут с модельным. Это у меня немножко стрял. Ну да ладно. Так, что по литникам? Помимо того, что их много. Пластик зеленый, звездовский, традиционный у них для советской техники. Значит, по крупным деталям, соответственно, отдельный литник у нас идет с полом кузова и с тентом, который, да, я говорю, крыша кабины, тут у нас из много деталей это все собрано. Рельеф всячески брезентовый, ну, довольно качественно с виду отлит, красиво, прикольно. Ну да, жаль только, что тент, конечно, куча деталей. Значит, внутри тента у нас всякие толкатели есть. Ну, тут уже тент, если закрытый, то, наверное, практически этого видно не будет. Но, в принципе, вроде всяческие там, да, толкатели, они на невидимых частях модели, вот, в частности, внутри тента, на видимых вроде ничего такого на крупных не наблюдаю. Ну, огрехов, да, то есть, я так понимаю, литьевая форма это все новое должно быть, поэтому каких-то в плане огрехов в виде облоя, недоливов, утяжен теоретически быть не должно, ну, по крайней мере. На этом литнике все с этим окей. Так, еще один литник с крупными деталями. Значит, опять продолжается у нас тент, продолжается борта кузова, топливный огромный бак, соответственно, тут уже идет направляющий тента. Опять же, да, внешняя сторона с рельефом, ну, толкатели на крупных деталях на типа тента на внутренней стороне. Тут все вроде прикольно. Опять же, огрехов каких-то я не вижу. Новый пластик звезды, он в последние годы он всегда качественный. В новых моделях и так далее. Рельеф дерева, ну, типа какой-то вроде минимальный есть, но не очень такой прям заметный. Если кому это важно, на бортах.
Так, и дальше идут более детали, ну хотя вот еще можно взять литник с крупными деталями, еще один. Опять же, детали кабины с кучей деталей. Что тут у нас? Пол кабины, там стенка задней кабины, двери тут же у нас присутствуют, боковые части кабины и мелочевка всяческая. Опять же, на крупных деталях вроде проблем каких-то не вижу с литьем. Что по внутряночке у нас, так как в принципе там интерьер кабины будет виден, да тоже в принципе, ну, типа есть следы толкателей, да, какие-то небольшие, ну, типа да, если в идеал там именно салон надо, кто-то захочет выводить, то, наверное, да, следы толкателей не очень сильно заметные, то есть они есть как бы, но в принципе, наверное, с ними больших проблем не будет. В остальном никаких проблем здесь не вижу. То есть мелкая, ажурная, крупная, ровная, неповеденная, без каких-то огрехов. Все довольно прикольно. Так, дальше у нас два идут одинаковых, я так понимаю, литника с ходовой частью. То есть можно показать только один. В принципе, у нас тут и есть ходовая часть. Соответственно, у нас большие сегменты гусениц вот как раз отлиты одними деталями, то есть тут есть на них провис уже отлитый, это видно. Более маленькие сегменты, катки здесь, еще всяческие, вот опять направляющая сюда запихана отдельно, мелочевка всяческая, в основном по ходовой, отдельные траки для вот маленьких сегментов, которые будут там по звездочке охватывать и так далее. Очень маленькие траки такие ажурные прям. Ну, тоже как бы толкатели на невидимых частях, внутренних. Как-то не вижу тут каких-то особых проблем. Рессоры вот даже они подизогнуты даже немного. На литниках, да, реально написано, кстати, 22 год, все без обмана. Так, и таких литника 2, то есть, соответственно, второй показывать смысла нет. Так, и вот у нас что по СТЗ. Последний литник у нас остается маленький, с еще мелочевкой. Ну, точнее не мелочевкой, но в принципе детали рамы, я так понимаю, вот здесь у нас идут. Частично детали ходовой. В основном детали, я так понимаю, нижних агрегатов всяческих, что на раму ставятся. То есть мосты тут я смотрю. Двигатель у нас, по-моему, был на каком-то другом литнике. Ну, тут тоже всяческие дополнительные агрегаты, которые у нас идут там. Трансмиссия и прочие там вокруг движка и так далее. Ну и, собственно, сама рама. Тоже, опять же, толкатели на внутренних частях. Скорее всего, они будут невидимые. И как-то тоже каких-то огрехов я не вижу. Так, в общем, это у нас фактически все по Сталинсу, по СТЗ-5, артиллерийскому тягачу. И посмотрим бонус. Бонус у нас тоже от магазина Плацдарм по предзаказу. То есть магазин Плацдарм московский по предзаказу у нас на СТЗ-5 отдал нам 4 БО СМовскую и отдал нам вот внезапно целую бесплатную фактически коробочку дополнительную от звезды, которую я решил тоже сразу запихать в этот ролик, потому что, ну, типа, зачем отдельно снимать, это долго. Вот. М30, советская 122 миллиметровая дивизионная гаубица от звезды. Это наборчик довольно старый, 94 или 5 годов производства, но который звезда до сих пор выпускает. Набор звездовский, по крайней мере, по данным интернета, то есть это не какой-то перепак чужой у звезды. Это, я так понимаю, уже, собственно, ее разработка одна из первых. В начале 90-х, ну, в середине 90-х уже сделана. Даже Италерия ее выпускала, видимо, по сотрудничеству. Они там... В общем, что по наборчику? Наборчик, кстати, это гаубица. Вот написано 89 деталей, 16 сантиметров, она длиннее, чем СТЗ. Почему, да, почему она, собственно, как подарок идет в предзаказе, да, на СТЗ, потому что, я так понимаю, ее можно, собственно, буксируемую СТЗшкой вот этой самой сделать. То есть перевести ее, собственно, в походное положение и прицепить к СТЗ. Так,
Модель еще это для меня характерно чем, что я ее в детстве собирал в глубоком, потому что много у меня было ранних моделей тогда звезды. Вот, что в основном звезда только и была по приемлемым ценам тогда в России. Вот гаубицу я это собирал. Она, кстати, мне тогда понравилась, она хорошо собиралась, как-то прикольно, все у нее был, по-моему, даже подвижный ствол, то есть можно было там как-то поиграться с ним, симуляция отката ствола была, вообще прикольно, то есть подвижные станины. Мне вот эта модель тогда понравилась. Ну, конечно, прошло уже довольно дофига лет. Так, что у нас тут? В коробочке, да, размером как от СТЗ, буквально вот точно такая же коробка, ну, конечно, победнее. Тут тоже краски, но никаких фотографий собранной модели нет. Единственное, что я вижу, что бокс-арт не такой, как был у меня в те года, 90-е, там был, по-моему, другой бокс-арт немножко. И я помню, кстати, Звезда еще выпускала набор артиллеристов к этой гаубице. Ну, по крайней мере, так было на бокс-арте, там была целая куча фигур, такие стояли вокруг нее. Но вот сейчас, кстати, набор артиллеристов Звезда вот это тоже не выпускает, он уже из продажи пропал. Так что, да, давайте глянем, что у нас все-таки внутри этого старого набора. Так. Верхняя у нас загрузка. Ну, тоже, кстати, содрать довольно тяжело. Боксартовскую коробку, звездовскую. Так. Как-то вот что верхняя, что нижняя. Фиг отдерешь. Такая коробка внутри. Так. Ну, собственно, вот у нас содержимое коробки это М30 гаубица. Я не сказал, да, что М30 это очень знаменитая гаубица. 1937 года она была разработки, очень удачная, собственно, конструкция, очень массово использовалась во время Великой Отечественной войны, и немцы трофейные ее использовали, и потом она в куче конфликтов, то есть где она только в 20 веке не побывала. У меня даже отец на военных сборах, когда, собственно, был курсантом-артиллеристом, офицером, курсантом, он военные сборы именно на вот этой М30 проходил. У него даже фотки еще остались, где они в каких-то там 60-х, по-моему, годах. Так, ну ладно, не будем затягивать. Собственно, у нас тут очень все понятно. Модель, вот, ну, гаубица это одна из самых дешевых моделек звезды на текущий момент, поэтому, собственно, комплектация у нее понятна. Это листик инструкции, да, собственно, пакетик с литниками. Что у нас в инструкции? Да, на одном развороте, краткая историческая справка, 122 миллиметровка. И буквально у нас получается, собственно, на инструкцию отводится один разворот. Да, модель очень простая, реально, но она прикольная, она мне в свое время нравилась, собственно, у нас собирается тут. Вот, видно, что, ну, не сказать, что она типа совсем простая, ну, в принципе, да, вот тут есть варианты, что можно, значит, собирать по походному орудию со сложными станинами, можно с разложенными, то есть их можно двигать туда-сюда, как вам хочется. Но я так как СТЗшки идет эта гаубица подарком, в принципе, так ее, наверное, в походному соберу, потому что я помню, в детстве я собирал собирал в боевом положении, ну, потому что я еще модельками звездовскими играл как игрушками, это реально, ну, то есть я реально ими играл, хотя они очень хрупкие были, но все-таки. Тут соберу по походному и реально цепану ее, наверное, к СТЗшке этой самой. Да, вот бонусом будут патронные ящики, снарядные ящики со снарядами даже тут даны. Подвижно, собственно, тут и ствол, по-моему, насколько я помню, можно поднимать, опускать, кажется. Сейчас, кстати, интересно. Да, вот тут много элементов в этом плане. Вот набор достаточно прикольно с разработанный, тут довольно много подвижных элементов в нем. Тут и ствол орудия, можно его возвышение, то есть остается вот не приклеено, поднимать, опускать. И станины тут можно раздвигать, сдвигать, то есть прикольно, вот это мне всегда нравилось, то есть фактически поиграться можно с готовой моделькой. Так, ну и чтобы долго тут все это не задерживать, собственно, всего 2 литника, 4 цвета, вот, ну, да, вот, единственное, кстати, инструкция, видимо, не переделана еще под новое веяние звезды, краски даны на звезду и на Хамбрал,
как они долго, 100 лет назад давались, а сейчас они дают на Таймею, но, видимо, вот эта конкретная инструкция выглядит новой, но вот краски, видимо, еще здесь переделаны не были. Да, вот такая вот маленькая, но прикольная моделька на самом деле. Мне она в свое время очень нравилась. И по бырику буквально глянуть, так, что с литниками у нас, собственно, в этом наборчике. Тот же самый, кстати, зеленый пластик стандартный для советских моделей звезды. Их тут всего 2. Так что бонусец такой небольшой. Совершенно. Так, довольно интересная, кстати, форма литника. Вот он такой выгнутый. Забавно. Это части станин, собственно, идут. Но тут надо понимать, что 95-й год, конечно, скорее всего, мог не пощадить. Что мы тут видим? Детали станин длинные. Ну, клепка на месте, но видно, конечно, есть такие шероховатости на литье, такие утяженки. То есть, да, видно, что есть утяженные на станинах. То есть, время как бы не пощадило. Made in Russia, но года не писали, да, на шилдику звезды. Соответственно, да, утяженки есть какие-то шероховатости на пластике, видимо, которых, скорее всего, конечно, вряд ли должны были быть в реальности. Ну, облоя, как ни странно, особо нет, но огрехи есть, да, то есть, в принципе, PAC 40 тоже, ну, PAC 40, по-моему, хуже выглядело, но в целом они примерно, да, вот тут вот прям проблемка, вот я заметил, на детали станины прям дикие утяжены, вот прям по всей длине идут, причем конкретно по этой станине прям, ну, просто офигеть, какая тут утяжена огромная. Да, конечно, типа рекомендовать человеку, который прям хочет М30 в хорошем качестве собрать, это скорее всего, ну, нельзя, потому что утяжена тут еще клепка вот эта идет, то есть, я так понимаю, ее даже, наверное, толком не зашпаклюешь, то есть просто офигеешь, потому что тут еще и клепка и так далее. Так что, конечно, да, старые литьевые формы звезды, они, к сожалению, конечно, не в очень хорошем виде они до нас дошли. То есть и Толерицкая, вот PAC 40, которая тоже, видимо, каких-то мохнатых лет. Но та вообще супер древняя, там каких-то 70-х годов. Она там тоже вся с проблемками. Но вот, видимо, и Звездовская из 90-х производством она не особо. Ну, кстати, эти гаубицы ставились на самоходки, то есть у звезды есть Су-122 как раз, вот именно такая, собственно, гаубичное орудие там на ней установлено. Так, и второй маленький литник с крупными деталями, тут даны колеса, кстати, в одну деталь, да, что удивительно, то есть не из двух половин, а каждое колесо просто отдельная деталь. Щит, собственно, броневой в одну деталь, кстати, вот он пролит нормально, никаких проблем. То есть состояние вот этого литника, кстати, выглядит более адекватным. Ну, ствол орудия из 2 деталей, конечно же, да, у звезды 90-й год, что тут еще ожидать. Соответственно, тут же у нас детали снарядных ящиков. Я так понимаю, снарядных ящиков, что целых... 2 штуки, да, 2 штуки дано, то есть можно для антуража там накидать на диорамку и так далее. Да, вот этот литник выглядит немножко лучше, сохранился он, не совсем понимаю почему, но он выглядит получше. Тут каких-то прям вот откровенных огрехов даже и не видно. Так, ну что, в общем все у нас. Такой вот у нас был СТЗ, основная тема выпуска, скажем так, и бонусы к нему. Соответственно, собирать можно с таким бонусом, можно диорамку с орудием собрать. Вот. Ну, все прикольно, упало немного. Понравилось. Так что, до новых встреч, до новых обзоров.